Друзья, всем привет! Старина Зёдр не унимается, друзья. К тому, что он недавно заявил публично, я об этом рассказывал, о том, что Германии абсолютно не нужны украинские беженцы, и чтобы лучше, надо сделать так, чтобы лучше они оставались в Украине и защищали свою родину. Но это он говорил о молодых пацанах, мужчинах, которые после того, когда Украина открыла границы, они в возрасте от 18 до 22 лет начали просто массово бежать из Украины в страны Европы. И, соответственно, конечно, большинство из них едет в Германию и начинают получать денежное пособие Бюргергельд. Это он тогда еще на фоне вот этого всего рассказал, что лучше, чтобы они защищали родину, потому что от них будет больше толку, чтобы они были в Украине, а не в Германии. Потому что в Германии они получают Бюргергельд и никакого толку от них нет. Это тогда он заявил, это вот буквально пару дней назад, я об этом снимал ролик. А сегодня, друзья, он пошел в своих предложениях и еще дальше. Он требует, чтобы Европейский Союз и Германия надавили на правительство Украины, на правительство Зеленского, так и написано, надавили, чтобы правительство Зеленского вновь опять закрыло границу и не выпускало молодых украинских мужчин за границу. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер требует от Европейского Союза оказать давление на Украину, чтобы она вновь ужесточила ослабленные правила выезда и тем самым снизила число беженцев. Мы должны управлять стремительно растущим притоком молодых мужчин из Украины и значительно его сократить, сказал Зёдер газете Bild. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы ослабленные правила выезда были снова изменены. Я так понимаю, то есть закрыть границу. Мы должны надавить на украинское правительство, чтобы они опять закрыли границу и не выпускали молодых пацанов. То, что это вот такая риторика, это прямое вмешательство, призыв к вмешательству, вернее, во внутренние дела иностранного государства, что это нарушение вообще норм международного права. Это такое. Мы это с вами, скажем так, да, пропускаем. Я когда прочитал вот эти новости, я вначале не поверил. Я подумал, что это какая-то ошибка. Я потом перечитал, и я смотрю, что это, да, действительно, это пишет немецкие СМИ. Германия, да, там, демократия, мы всех любим, вот говорят, да, там, толерантность ко всем, да, и в том числе и к тем, кто бегает вот с такими ножами, вот с такими бородами, да, и режет людей на улице немецких городов, да, значит, и тут на тебе. Украинские молодые пацаны, у которых вся жизнь по сути впереди, значит, их не выпускать из Украины, и они должны там служить, не должны никуда уезжать, должны там находиться и должны приносить пользу Украине. Так это еще не все, друзья. Вот что он еще выдал. Никому не станет лучше, если все больше молодых мужчин из Украины приезжают в Германию вместо того, чтобы защищать свою собственную родину, подчеркнул теперь Зёдер. Мы поддерживаем Украину из глубокого убеждения, оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но нужны и украинские солдаты, которые защищают свою страну, сказал Зёдер. Наша солидарность остается, но ей нужны четкие правила и ответственность с обеих сторон. Если добровольно это не получится, то на уровне ЕС необходимо ограничить так называемую директиву о массовом наплыве. Понимаете, к чему он призывает? Тут гадать не надо. Добровольно это точно не получится. То есть это на 100%, на миллиард процентов точно добровольно не получится. Не получится добровольно переубедить украинских мужчин, которые сейчас выехали в страны Европейского Союза из демократической Украины, чтобы они вот сейчас в настоящее время вернулись обратно. Ну, это миллиард процентов не получится переубедить. Ни один дурак туда не поедет. Вот напишите свое мнение, как вы думаете, кто-то поедет туда добровольно сейчас, в Украину обратно, я имею в виду из мужчин мобилизационного возраста, или нет? Вот мне интересно ваше мнение. Ну, наверное, Зёдер так думает. Наверное, он не знает, вот я уже снимал ролики, да, в одном из роликов я сказал, почему немецкие средства массовой информации не рассказывают о том, как в Украине, каким демократическим и цивилизованным путем проходит мобилизация. Поэтому Зёдер и не знает, поэтому он надеется на то, что еще, возможно, как-то можно на
украинских мужчин, которые находятся в Украине, как-то повлиять, наверное, на их осознанность, как-то воздействовать, чтобы они добровольно вернулись в Украину. Ну, я знаю на 100%, мое это личное, вернее, мнение, что добровольно это точно не получится сделать. Ну, Зёдор, наверное, не знает, поэтому вот об этом и говорит. Ну, жесткую риторику он произнес. Ну, жесткая риторика, вопросов нет. Значит, теперь смотрите, мои мысли по поводу вот его сказанного. Я уверен, то есть я думаю, скорее всего, я думаю, что эта риторика была произнесена, вот эти все предложения и требования были произнесены на фоне того, что Зёдор знает, и об этом пишут немецкие СМИ, об этом говорят политики, об этом дискуссии, споры в немецком публичном пространстве, на фоне того, что большинство украинских мужчин мобилизационного возраста, трудоспособные, находящиеся в Германии на временной защите, не работают, а получают денежное пособие Бюргергельд. И сейчас он видит, что приезжают еще моложе пацаны, в возрасте от 18 до 22 лет. И я уверен на 95%, что 95% из них при оформлении временной защиты получают денежное пособие Бюргергельд. Ну, потому что их на работу никто 100% не возьмет, они не знают язык, им надо еще адаптироваться, им надо интегрироваться и так далее. То есть он это все видит. И вот на фоне этого он произнес такую риторику. Почему? Потому что, ну, то есть эти все ребята и те, которые приехали еще с 22 года и до сих пор по 3 года сидят на, скажем так, на джоб-центре, да, и вот молодые, они все сидят, по сути, на шее у немецких налогоплательщиков. И это не нравится и населению, и политикам, и в том числе и Маркусу Зёдору. Тем самым, я так думаю, произнеся вот эту вот такую реакцию, такие предложения и требования публично, я думаю, что, скорее всего, он пытается такой риторикой жесткой забрать, оттянуть на себя, значит, часть голосов избирателей от партии АфД. Вот и все. Я думаю, что это связано как раз таки с этим. Я так думаю, но не более. Друзья, посмотрим, кто еще из немецких политиков его поддержит. Вот поддержит его не предложение, а требования. Ну вот как-то так. Не знаю, друзья. Что думаете вы по этому вопросу? Вот почему он так произнес? Вот напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.